Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном мастер-классе мы будем вязать сервировочную салфетку узором верблюд и делать вот такую обвязку. Я вязала из хлопкового шнура 3 мм, это основная салфетка. Обвязка у меня была из хлопкового шнура 4 мм. Я вязала саму салфетку крючком 4,5. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Приступим к вязанию. Делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо. Далее вязать мы будем за заднюю дужку. Вот она. Вот эта, которая первая, в нее мы не вяжем. Вяжем вот в следующую дужку под нее. Вот. И провязываем обычный столбик без накида. Первую петлю мы помечаем маркером. Это наше начало ряда. Сюда же провязываем еще один столбик без накида. В первом ряду мы делаем прибавки в каждый столбик до конца ряда. Вот только под заднюю дужку, то есть вот наши косички, и под заднюю дужку вводим крючок. Провязали ряд, я уже маркер сняла. Далее также вяжем под дужку. Первый наш столбик будет это прибавка, потом один столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик без накида. И так до конца ряда. Первую петлю помечаю маркером. Следующую одна петля. Прибавка, следующую. Одна петля. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка. И так чередуем до конца ряда. Пятый ряд вяжем в первую петлю 1 столбик без накида, прибавка, потом 3 столбика без накида, прибавка, 3 столбика без накида, прибавка, 1 столбик,
следующую прибавка. Следующие 3 по одному столбику без накида. Прибавка. Три столбика без накида, прибавка. И так до конца ряда. Далее вы вяжете самостоятельно все последующие ряды. Как делать прибавки, я распишу в описании к видео. Увидимся, когда довяжем полностью до своего размера. Итак, я провязала достаточное количество рядов. У меня получилось почти 21 сантиметр. И сейчас я не довязала 4 петли до конца ряда. Нужно провязать очень, так сказать, не так вытягивать столбики, как до этого. То есть более туго провязать последние 4 столбика. Далее мы будем обвязывать нашу салфетку соединительными столбиками. Также под заднюю дужку заводим крючок, подхватываем рабочую нить и сразу проводим петлю, нашу нить в последнюю петлю. И так провязываем до конца ряда. И не забываем также пометить наш первый столбик. Мы связали наши последние 4 столбика потуже, чтобы переход был более плавным. Также заводим под заднюю дужку, подхватываем нить и провязываем сразу в петлю. Мы подошли к концу ряда, обрезали нить. Теперь из последней петли вытаскиваем крючок, вводим вот под косичку, сзади наперед, подхватываем наш хвостик и выводим его назад. Переворачиваем, вводим крючок под заднюю дужку и в середину косички. Подхватываем хвостик и выводим назад. Далее хвостик прячем между задних рядов. Так вот мы аккуратно закончили ряд. Начинаем вводить новую нить. Просто под косичку заводим крючок и провязываем столбик без накида. В этот столбик провязываем 3 воздушные петли. Далее от нашей петли, где она находится, отсчитываем 2 столбика и в третий провязываем столбик без накида. Провязали. Теперь сюда же провязываем 3 воздушные петли. Снова отсчитываем 2 столбика, в третий вводим крючок и провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, в третий вводим крючок. И так по кругу делаем, пропускаем 2 петли, в третью вводим крючок и вяжем 3 воздушные петли до конца ряда. Довязали до конца ряда. Далее делаем воздушную петлю, делаем накид и вот в нашу первую петлю сюда провязываем столбик с накидом. Далее вот где вот 3 петли мы делали, сюда вяжем столбик без накида. Следующие 3 косички
Под них мы вяжем 6 столбиков с накидом. Провязали 6 столбиков с накидом, в следующие 3 петли вяжем столбик без накида. Далее под следующие 3 петли вяжем 6 столбиков с накидом, потом столбик без накида, 6 столбиков с накидом. И так чередуем до конца круга. Обрезаем нить и вытягиваем ее. Далее делаем соединение, заводим вот под косичку, сзади наперед крючок, подхватываем наш хвостик, выводим назад и вводим крючок сзади вот задушку последней петли и в середину косички. Протягиваем туда наш хвостик и подтягиваем его. Вот такая салфеточка у нас получается. Можете ее отпарить, и она готова. Хвостики спрятать сзади до задней петельки. Спасибо за просмотр.